Здравствуйте, уважаемые зрители! Спасибо вам, что вы уже посмотрели видео о нашем посещении знаменитого разводчика, победителя бесчисленного количества чемпионатов по дискусам Тони Тана. Кто не посмотрел, подпишитесь на наш канал и посмотрите. Получите удовольствие и узнаете много интересного. Вы уже видели, как разводит дискусов Роберт Лим. У нас есть его леопарды. Они мне очень нравятся. Если не посмотрели, то посмотрите, подписавшись на наш канал. Ну и, конечно, вы видели разводню Винсена Лау. Нет? Ну так подпишитесь на наш канал и смотрите именно в этом порядке для полноты впечатлений. Потом возвращайтесь к этому видео, и вы наконец узнаете ответ на наиболее часто задаваемый вопрос. А тем, кто посмотрел все предыдущие серии и подписался так и на наш канал, сообщаем, что мы заказали рыбу своей мечты у Винсена Лау во время путешествия, то есть 9-10 февраля. Вернулись домой, и началось долгое ожидание. Согласование, снова ожидание и снова согласование. За это время мы установили новый аквариум в офисе и рассказали вам о его оборудовании. Поселили туда скатов, и сейчас они уже переехали в новый дом. Отправляли своих дискусов в разные города. Ну и получали вот такие фотографии с размером и видом предлагаемой Винсеном рыбы. Дело в том, что 4 разводни по 1500 аквариумов минимум – это не основная работа для него, и рыбой он занимается больше по выходным. Поэтому все было мучительно долго. За это время мы подготовили 3 аквариума, освободили их от рыбы, помыли хорошенько и заполнили осмотической водой. Итак, Аманда переезжает к Антонио в офис. Как мы переводили скатов в другой аквариум, мы расскажем в следующем видео, так как часто спрашивают, как это делать. Вау, что за течение? Антонио, ты здесь? Мы выключили обогреватели и ежедневно кормили пустые аквариумы сухим кормом. Наконец нам отобрали суперпантеры Рапшин и ягуаров. Ягуары нам не очень понравились, так как вы можете посмотреть в фильме о разводне Винсена Лау более красивую рыбу. Вот эти кадры. Но Винсен сказал, что та рыба вся продана. А это новая генерация, и у них будут супер мальки. Ну как не поверить. Тут он сообщает, что есть супер портера альбина в маленьком размере. Ну, конечно, мы берем. Потом пошли красный вельвет, красная роза, пиджин спотед, то есть точечный. Итак, все готово к приему новой рыбы. Вот 3 аквариума. На каждом из них я написал, какой вид рыбы здесь будет. 3 вида сюда, 2 сюда и 3 сюда. Когда будем открывать, будем смотреть, что за рыба, и помещать в соответствующий аквариум. Значит, готовы 3 ведра. 1, 2 и 3, в которых мы будем рыбу адаптировать быстро с помощью вот этих кружек, никаких капельниц. Вот 3 кружки, пожалуйста. Значит, здесь мы расставим коробки. Коробки вскроем, чтобы они приходили к комнатной температуре. В аквариумах вода комнатной температуры около 25 градусов специально, чтобы перепад температуры с водой в мешках транспортировочных был
минимальным. Предполагаю, что в мешках вода, ну, от 20 до 25. Очень надеюсь, что ближе к 25. Началась приемка рыбы. Вот уже занесли 6 коробок. Всего их 8. Желтый, живой, бьется даже бодрый. Так, придерживай ведро. Угу, понял. Так, сначала вода пошла с синькой. Подождите, не торопись, не торопись. Так, показывает 24, это значит 23 градуса. Более-менее все понятно. Так, все, действуем по плану. Ну и дальше пошла жара. А я пока расскажу, что самолет прилетел без 15:06 вечера. И растаможка закончилась в 2 часа ночи. Сначала куда-то пропали документы, говорят, выпали с самолета. Тут надо сказать, что шел проливной дождь, и я уже представил, что документы безвозвратно утеряны. Потом у нашей таможни, как это часто бывает, висела программа, а рыба, относящаяся к скоропортящимся товарам, а на их оформление отводится 3 часа, сидела в своих пакетах с ограниченным количеством кислорода и жизненного ресурса. Однако дело было сделано, спасибо нашей Лиле. И давайте смотреть, в каком состоянии пришла рыба. 50 пакетов с рыбой были вскрыты и рыба выпущена в аквариумы за 35 минут. Только что приняли рыбу. Большинство в порядке, плавают, но некоторые вот лежат. Pigeon Spotted, один Diamond. И вот здесь вот Diamond и 2 Pigeon Spotted. Дышать дышат, но лежат. Причем чуть-чуть поплавали и легли. Здесь у нас альбина Super Panthera Eruption. Они все плавают, все в порядке. И желтые. Yellow White. Так. Здесь у нас Вельвет, Ягуар и Ред Роз. Тут все плавают. Через час после прибытия. Минут 20 посидели и уже все повставали. Сюда нечаянно попали ягуары, 2 штучки. Пока мы их трогать не будем. Разошлись в 5 утра со смешанным ощущением счастья и тревоги, что увидим завтра. А утром я снял видео для Винсона,
вы его сейчас увидите, Винсент посоветовал в половину снизить уровень воды. Тогда я снял второе видео, где показал весь аквариум и объяснил, что не могу этого сделать и что не считаю это проблемой. На самом деле рыба просто спала под воздействием препаратов. Я спросил у Винсона, что он добавлял в пакеты. Он обещал уточнить и так и не ответил. Но я точно знаю, что он применяет препарат Трансмо в качестве транквилизатора и что он сильнее действует на взрослую рыбу. Кроме этого, в пакетах явно присутствовала достаточно высокая концентрация метиленового синего. Most of fish is okay. Only this one have problem. We will see. It is not possible with my tanks because it's have filtration and lava and I cannot do level low because circulation will cancel. But I think there is no problem with this fish. She stressed plus medicine which you put to the boxes, to the plastic bags. Individually, maybe he have any allergy like people. Итак, 8 часов после прибытия. Вот эти рыбы, здесь все красные, они уже поели. Не все. Поели мотыля, но совсем чуть-чуть, буквально на кончиках пальцев. Чувствует себя явно неплохо. Сейчас стоит протока на водопроводную воду подогретую. Температура здесь сейчас 26 градусов. Еще достаточно холодно. Пришли они в температуре 24-25. Вот эта рыбка темная и стоит наверху. И дышит довольно тяжело. Значит, здесь у нас молодняк, который рыскал по полу и что-то искал, но когда я дал вот мотыля, они почему-то забились в угол и пока не выходят, еще никто ничего не попробовал. Но они все в порядке, они все плавают. Здесь альбина и yellow white. Альбина Super Panthera Eruption. Так, а здесь вот взрослые. И вот сразу вот она, рыбка, которой не очень хорошо. Стоит вот таким вот образом на потоке. Старается быть. Когда приехала, она лежала. Периодически вставала. Сейчас она почти не ложится. Но вот так вот сидит. Остальные перебазировались в другой угол. Мотыля пару раз клюнули, но пока еще стесняются, чувствуют себя в гостях. Хотя, в принципе, видно, что с ней все в порядке. Здесь у нас Pigeon Spotted, Super Panthera Eruption и Blue Diamond. И сюда попали еще два ягуара. Дальше я покажу события следующего дня, состояние рыбы в динамике и расскажу, что будет в следующих сериях. Зрелище на самом деле не для слабонервных. Итак, расставшись в 5 утра, мы пришли в этот день на работу пораньше. Так что к вечеру всех качало, и за рулем было очень тяжко. Мы включили протоку во всех аквариумах и начали переводить рыбу на водопроводную воду.
И тут мы обнаружили, что водопроводная вода у нас стала гораздо мягче, чем зимой. ТДС-метр показывает всего 90 единиц ppm. В следующей серии мы расскажем наши действия в связи с этим. А пока давайте просто посмотрим. Жизнь перестает быть слишком томной. Казалось, вот эти нормально себя чувствуют, а вот сейчас стали очень пугливыми. Они не едят, продолжают не кушать, вот туда-сюда насаются. Вот так вот стоят по углам. Опа, один кушает. Один на бегу, так сказать, схватил кусочек. И вот здесь вот странная ситуация. Вот еда, некоторые кушают, но вот этой рыбке плохо, и у нее вот такая история на боку. Вот эта рыбка меня беспокоит. Она только что заваливалась. Возможно, она ударилась и обтерлась об крышку. Я сейчас, когда зашел, они шуганулись. В общем, все признаки того, что биология не устоявшаяся, и они стали пугливыми. А вот эти вот совершенно нормальные, не пугливые. Вся вот эта стая стала очень пугливой. И среди них есть рыбка, у которой половина морды, правая половина, периодически темнеет. По-моему, это вот эта рыбка. Только она так стоит, что сейчас это и подозвать ее не подзовешь. Вот которая у стеночки. Этому прям плохо. А вот эти вот нормально, они кушают уже нормально. Кроме вот этого. Это тот, который сначала лежал, когда приехал. Потом он вот там, на этом самом, на течении стоял полубоком. А теперь вот он как-то больше к верхней части аквариума. Выглядит хорошо уже, но немножко морду вверх поднимает. Эти вот уже вот вообще контактные. Вот пришли ко мне, здоровенные. Этот не очень большой, а вот этот реально огромная такая тарелка. Блинчик называется. Она и плавает немножко странновато, дышит очень часто и садится на дно. Просто вот так вот. Обычно так они не делают. Это ненормально. Явно тоже травмировался. У него вот это темное пятно. Вот так вот. Пополам по голове. Оно иногда чуть-чуть светлее становится. Видимо, вот он стукнулся. А вот еще одна такая же красная, как та, и вот у нее тоже на боку. Это другая. Но ничего нету. Посмотри сам. Еще не могу сказать, что плохо себя чувствует. Я вот свет включил, думал, они шуганутся, а они наоборот взбодрились. А вот это вот которая наша подозрительная, вот у нее на боку вот это. Так странно, что у той такой же, то же самое. Я только сейчас заметил, она открылась. И я увидел, что у нее то же самое. Вот попробую сейчас снять получше. Похоже на травму. А вот это что такое? Упс. Вот это бока показывает. И так, и сяк. Ничего, она здорова, на мой взгляд.
вот это. Или не машет. Если вы внимательно смотрите эти видеосюжеты, то заметите очень быструю динамику в состоянии рыбы по мере ее адаптации и в результате наших манипуляций с протокой и с кормом. Несмотря на то, что мы долго и тщательно готовили воду в аквариуме, поддерживали популяцию нейтрифицирующих бактерий добавлением раствора аммиака и ежедневным кормлением сухим кормом и даже иногда фаршем, мы кормим рыбу только замороженным мотылем, промывая его холодной водой. Несъеденный корм убираем. Мы не хотим нагружать воду. Здесь мы покажем только первый день приемки рыбы 11 апреля. Также мы хотим выразить огромную благодарность Александру Ромащенко за его советы по приобретению рыбы и ее приемке. Его опыт позволил нам не делать тех ошибок, которые когда-то делал он. То, что вы увидите в следующих сериях, делалось под неусыпным руководством и по методикам, предложенным Эдуардом Шерстяным. И пока все идет нормально, хотя были волнительные моменты, и мы все вам покажем. Увеличил протоку, и рыбе стало лучше. Вышла из угла, попробовала попитаться, скажем так. Не уверен, что они хорошо поели, но что-то пытались кушать. Он даже подходит ко мне, даже не ко мне, а к камере. Меня они за ней не видят. Вот я иду, они за мной идут. Ну что значит вода? Если им плохо, то им плохо. Они убегают. Если им хорошо, они говорят, дай покушать. Неужели еще раз дать? Итак, дальше мы покажем, как мы делали карантин вновь прибывшей рыбы с разъяснениями, расчетами, тестами и всем-всем-всем. Отдельно расскажем, как приобрести рыбу для собственных нужд за рубежом, привезти и осуществить таможенную очистку. Думаем, кому-нибудь пригодится. Также будет опещенный ролик о том, как безопасно для себя и для рыбы перевести ската из одного аквариума в другой. А чтобы не пропустить всю эту информацию, рекомендуем подписаться на наш канал. Если вам понравился этот ролик и вы хотите продолжение, то мы сможем понять это, если вы поставите лайк. И напомним, что вы хотели посмотреть предыдущие видео на нашем канале. Также задавайте вопросы в комментариях. И до следующих встреч!